Идеи для бизнеса на 2025 год. Это наша постоянная рубрика. Раз в год мы делаем наше предсказание и собираем наше видение, каким же бизнесом стоит заняться в Польше. Если вам интересно посмотреть идеи за 23-24 год, здесь вверху есть подсказка или в описании под видео. Посмотрите идеи с прошлых годов, возможно, вам что-то пригодится, вам это подойдет. И в этом видео я собрал для вас такую подборку идей, исходя из текущей ситуации на 2025 год, исходя из того, что Трамп пришел к власти, война в Украине по-прежнему продолжается, и вот того, что происходит в экономике. Для того, чтобы эти идеи не просто остались идеями, а у вас была какая-то практическая и твердая история, да, я предлагаю вам сделать следующее. Внизу под видео есть ссылка на мой Инстаграм, зайдите туда, найдите меня в Инстаграме и напишите мне в личку слово «идеи». И автоматически бот вам пришлет более детальный бизнес-план, расписанную концепцию по каждой из этих идей. Делайте это, возвращайтесь смотреть видео, и мы поехали! Итак, первая история — это зеленая энергетика. Европа, как и весь мир, по-прежнему страдает от выбросов, и тренд на это однозначно есть. Посмотрите на часть стран, которые есть в Азии, посмотрите на Норвегию, которая практически полностью перешла на зеленую энергетику, на автомобильную индустрию, где к 2035 году собирается полностью обновить весь автопром на электрокары. Есть такой большой рынок, большой тренд. Давайте подумаем, как это можно использовать. Да? Вы можете быть поставщиком каких-то услуг. Вы можете участвовать в цепочке поставок, продавая товары или комплектующие на эти товары. Когда мы смотрим на какой-то бизнес, мы всегда почему-то хотим зайти в конечную инстанцию. Вот если это зеленая энергетика, то мы сразу в голове, да, такая ассоциация, что это нужно строить ветряные какие-то мельницы, солнечные панели ставить и еще что-то делать масштабное. Но это не всегда так. Иногда, участвуя в так называемой цепочке поставок продукта, вы можете зарабатывать и стать миллионером и не хуже, чем тот, кто делает конечный продукт, собственно, эту ветряную мельницу. Поэтому рынок, как зеленая энергетика, по-прежнему актуален. Вопрос, есть ли у вас экспертиза, либо выход на какой-то интересный продукт, товар или услугу, вот здесь нужно декомпозировать. Занимаясь бизнесом, вы, как и я, задаетесь вопросом, существует ли какой-то способ достигать результата быстрее, лучше, зарабатывать больше денег, делать это выгодными способами. Я, как и вы, задавался этим вопросом все прошлые 5 лет. За время работы с нашими клиентами, за больше чем 500 запущенных бизнесов на польском рынке для наших клиентов, я нашел ответ. Этим ответом я готов с вами поделиться. Есть такая фраза «to know exactly what to do and do it good enough». Вам нужно знать, что конкретно нужно делать в бизнесе, и делать этого достаточно. Лучший способ этому научиться — найти человека, который уже прошел этот путь и поможет вам перенять этот навык. Так получилось, что за прошлые 5 лет я научился это делать, проведя сотни консультаций для наших клиентов, создав эту насмотренность. И сегодня у вас есть возможность взять эти навыки. Внизу под видео есть ссылка на анкету предзаписи, оставляйте заявку и до связи. Так, следующая ниша — handmade и крафтовые изделия. Раньше я скептично к этому относился, потому что ассоциации такие, что кто-то из бисера что-то плетет, какие-то шапочки для сов делают и костюмы для хомячков, да. Но проанализировав американский рынок, стало понятно, что это не всегда так. Есть компании, бизнесы, которые на этом делают миллионы. На Etsy, да, продавая свой продукт на Амазоне, либо через свои какие-то сайты, лендинги, платформу Shopify. И я хочу сделать акцент на функциональности вот этих вот крафтовых идей. То есть если раньше вам было достаточно придумать хорошее покрывало, коц, да, как в Польше говорят, хорошее покрывало из альпаки, оно будет красивое, с красивыми рисунками, и это продавалось, то сейчас, например, классно заходит идея, когда это одеяло, оно же сворачивается там вот так вот по кругу в букет цветов, которые в виде одеяла ты можешь поставить у себя на диване. Или у тебя есть лампа, которая может быть одновременно лампой, одновременно
каким-то аквариумом, функциональные диваны, на которых можно сидеть, их можно выше поднимать, их можно раскладывать, панели там раздвигаются. Все вокруг функциональности, потому что сложно будет придумать что-то новое сейчас, в 2025 году. Модифицировать старые вещи можно, добавив свою изюминку, красоту, либо функциональность. Итак, следующая большая индустрия — это медицинский сектор. Мы знаем, что, в частности, Европа стареет. Например, такие страны, как Италия, Франция, да, там старая Европа, но и даже в Польша тоже стареет. Сейчас Польша, например, ввела стопроцентное дофинансирование на программу ЭКО, да, если там у пары есть проблемы с тем, чтобы забеременеть, Польша дает стопроцентное финансирование на такие программы ЭКО. Почему? Потому что все следят за рождаемостью, и страны понимают, что основной капитал — это человеческий капитал. Причем тут здоровье и здравоохранение. Да при том, что чем лучше люди живут, чем лучше их качество жизни, тем дольше они живут. Здравоохранение — это выгодно всем, и государству, и конечному клиенту, ну и вам как бизнесмену. Дорогие предприниматели, до 30 апреля каждого года нужно подавать годовую отчетность ПИТ. И даже если вы отработали один день, вам необходимо это сделать. Мои друзья из TransferGo подготовили классную инструкцию, как это правильно сделать, как подать годовую отчетность и какие есть варианты. Я думаю, что вы знаете компанию TransferGo, 12 лет на рынке, 0% комиссии, классный курс, по которому вы можете сделать перевод. Не все могут переслать деньги криптовалютой, да, своей семье, допустим, в Украину, или воспользоваться банковским переводом, потому что есть проблемы с этими транзакциями. Поэтому такие компании, как TransferGo, вам могут здорово решить эту проблему. Удобно, через приложение вы сможете сделать такую транзакцию и перевести сумму вашим родным или близким. Внизу под видео забирайте полезные файлы от TransferGo и пользуйтесь переводами без комиссии. И продолжаем смотреть выпуск. Офигенная идея, которая мне понравилась, это капельницы на дому. Это когда есть люди, которые готовы за это платить. Я сейчас не про те капельницы, когда ты перебухал, к тебе приезжают и тебя откачивают медики, потому что ты, дебил, набухался вчера до потери пульса. Я сейчас про какую-то регулярную историю, где могут быть рекуррентные, то есть постоянные платежи, где с наблюдением врача вам делают такие капельницы. В Америке это очень популярно. Посмотрите разных спортивных американских блогеров. Они прям, снимая какой-то домашний контент, где там, как они проводят свой день, да, вот это популярно сейчас. У них прям, он снимает, как приходит медсестра, ставит ему какую-то капельницу, опять же, исходя из его каких-то запросов. Следующее — это биохакинг как индустрия, и если раньше люди не понимали и думали, что это просто какой-то чип или антенна 5G, которые тебе вставляют там сюда в затылок, и ты подключаешься к рептилоидам, то сейчас все понимают, что это просто способ более эффективно использовать тоже медикаментозное лечение, либо более правильно подходить ко сну. То есть биохакинг — это некая система, куда вы можете зайти и комплексно работать над своим здоровьем. Это не про то, чтобы чипы себе куда-то там вставлять. Ну, хотя, наверное, и про это тоже. Так вот, возвращаясь к концепции того, чтобы притулиться, присосаться во всей этой цепочке поставок, вы можете подумать, где в этих сегментах можно поставлять какую-то узкую часть продукта. Возможно, часть комплектующих, средства, которые помогают делать какое-то большое средство. Сырье, да, это тоже актуально. Из чего-то делается большой конечный продукт, но для этого продукта нужно какое-то сырье. Пожалуйста, рынок здравоохранения, да, рынок здоровья, вот вам несколько концепций. Следующая ниша — это разные онлайн-платформы для обучения экспертов. Обучение по-прежнему актуально, онлайн-обучение после ковида актуально, и сейчас вы можете получить даже степень MBA, либо в целом полноценное образование, да, диплом магистра, там, бакалавра, полностью в онлайне. Но мы идем дальше и понимаем, что рынок уже структурируется, сегментируется, и есть уже мини-платформы для экспертов в узких нишах. Например, есть платформы по психологии, где собираются эксперты и те, кому нужны, там, кто ищет психологов. Психологи, коучи,
тарологи там и все остальные, да. Есть отдельные эксперты и маркетплейсы по юриспруденции, паспортным программам, по автомобильной тематике, по тату-индустрии. То есть вы можете создать либо платформу и быть автором такой платформы, и это, по сути, модель Airbnb, это модель Uber, где вы объединяете, да, две стороны. Либо вы можете, если у вас есть такая экспертиза, стать просто одним из экспертов такой платформы. Самая популярная, наверное, это языковые, да, платформы, где ты как там Reply, например, да, где ты как учитель можешь на такую платформу зайти. Но опять же, расширяем наше сознание и подумаем, и думаем о том, как мы можем участвовать в этой всей цепочке касаний, да, в цепочке конечного продукта. Задавайте себе такой вопрос. Я вижу какой-то конечный продукт, например, произведенное окно, либо произведенную онлайн IT-платформу. Могу ли я повторить конечный продукт, либо могу ли я поучаствовать где-то в этой цепочке касаний, да, в цепочке произведения этого продукта или услуги. Следующая ниша — HR-агентство с использованием IT-решений. Автоматизация и искусственный интеллект все больше и больше входит в нашу жизнь. Скоринг людей, сегментация людей, более быстрая и профессиональная проработка кандидатов, она ускорилась. Да? Теперь не нужно проводить собеседование по часу, ты можешь скинуть человеку разные тесты, он их может пройти, и вы сможете понять, что это за кандидат. Есть люди, которые зарабатывают на том, что профессионально поставляют только строителей или только айтишников, только ищут швей, которых ищут другие компании, где они потом работают. В Польше это называется агенция працы, но мне это слово не сильно нравится, потому что оно очень узкое. Да? Это все-таки HR-агентство, где вы можете быть таким посредником, и здесь минимальные инвестиции, нужно просто иметь экспертизу и начать искать и одних, и вторых, и клиента, и того, кто готов работать. Следующая такая больше не идея, а концепт — это создавать бизнесы, куда могут комфортно и с доходностью инвестировать другие розничные предприниматели либо инвесторы. И ближайший классный пример — это бизнес, связанный с Uber, Bolt, это бизнес, связанный с такси здесь, в Польше. У нас будет на канале, скорее всего, подкаст на эту тему. Предприниматель объединяет, опять же, у нас сегодня все про объединение. Он объединяет водителей, которым нужны лицензии там, на Uber, Bolt, и нужны машины. Он им отдает эти машины, занимаясь управлением, да, как управляющая компания, обслуживанием этих машин и этих водителей. В этот бизнес можно инвестировать вам как четвертому юниту, как частному инвестору. И теперь вдумайтесь в эту цепочку. То есть водитель, который хочет зарабатывать здесь деньги, работая как таксист. Есть управляющая компания, которая ему помогает это делать и сдает ему машину в аренду. Есть вы, как инвестор, который инвестируете в такую компанию, либо покупаете машину, отдаете ее в управляющую компанию, она тоже на вас работает. Поэтому модели, где вы, как собственник бизнеса, можете быстро привлечь еще частного инвестора, они тоже будут работать, это тоже сейчас на это тренд. Следующая идея офигенная, я ее даже прорабатывал детально, мы планировали это запускать, как-то у нас там не срослось с партнером, поэтому, пожалуйста, дарю вам. Бизнес по сдаче в аренду каких-то уникальных, кастомных, редких вещей, предметов. Например, офигенный бизнес — это сдача в аренду разного вида стулья, кресла, там, мешки, где можно сидеть. Да, казалось бы, типа, кто и зачем это будет снимать, но это берут в аренду. Следующее — это то, что мы прорабатывали, это сдача в аренду такого полумедицинского оборудования. То есть, когда кому-то нужен такой специальный аппарат, который крепится на колено, шина такая, которая разрабатывает колено, да, после реабилитации, например, если заменяли кому-то сустав. Это различные спандеры, различные костыли, коляски инвалидные, полупрофессиональное оборудование, где как бы не нужна лицензия, она идет от производителя, но вы можете его закупить и сдавать потом в розницу в аренду. Имея этот зазор, пожалуйста, себе хорошо зарабатывать, причем часть из этого оборудования можно купить в лизинг от компании, а уже в розницу сдавать клиенту. Вам не нужно, другими словами, да, вам не нужно платить 20 тысяч злотых за вот эту шину, вы можете купить ее тоже в лизинг либо в рассрочку и сдать потом клиенту. Сервис по ремонту разных нестандартных вещей. Все привыкли, что есть ремонт ноутбуков, ремонт машин и все. Но на самом деле я вот был на массаже, и женщина мне на массаже сказала, что есть сервис по ремонту массажных столов.
Есть поляки, которые приходят к ней и раз в полгода перетягивают там какой-то кожей или кожзамом этот стол, чтобы он всегда был красивым для клиента. И я уверен, что есть другие ниши, где это есть. Например, в Кракове у меня был знакомый, который занимался именно реставрацией мебели. Да? Это тоже что-то нестандартное и уникальное. Есть сервис по ремонту и покраске, докраске картин. И, например, производится реставрация каких-то картин. И если набросать такой список, то там будет что-то уникальное, да, чего, скорее всего, не делают остальные. Отдельно есть люди, которые ремонтируют аппараты для депиляции. Да, они там есть разные, есть там специалисты, которые специализируются на ремонте аппаратов для депиляции волос. Кстати, есть заточка ножей и ножниц, да, тоже такая узкая ниша, но мы ж не задумываемся, что такие рынки есть. А они существуют, вот, пожалуйста. Матча-бар с напитками на вынос. Матча сейчас набирает обороты. Это интересный такой напиток. Если кто-то пил, напишите в комментариях. Похож с привкусом таким немножко болотным, если плохо приготовленная или плохая матча. Но суть в том, что матчу любят, и она сейчас очень плотно в Европу заходит. Не очень большие инвестиции. Вы можете, если это только на вынос, то можно матча-бар открыть там за 20 тысяч долларов и уже стартовать со своим продуктом и с какой-то своей концепцией. Следующее — это вендинговый бизнес. У нас на нашем втором YouTube-канале было, кстати, интервью с парнем. Это была смарт-кав'ярня, да, где у них там по Польше, их там на тот момент больше 50 уже стояло. Если мы это расширим, то есть еще разные форматы вендинговых бизнесов. Например, есть вендинг, который дает, то есть как бы установка, да, где ты можешь купить игрушку для своего ребенка. Есть вендинг, где ты можешь купить еду, да. Есть вендинг, который делает сладкую вату. То есть конструкций на самом деле много, и здесь стоит на Китай, наверное, больше посмотреть, проанализировать там рынок. Очень классный рынок в Корее, куда можно приехать и посмотреть, в Японии, да, я знаю, что они впереди планеты. Поэтому вендинг как неплохая точка входа, дешевая и, в принципе, прибыльная история, тоже хорошая бизнес-идея на 25 год. Итак, оборонное производство. Как я сказал, вначале война продолжается, непонятно когда, на каких условиях она закончится, и мы с вами понимаем, что мир не будет прежним. Поэтому, если вы даже проанализируете акции компаний, связанных с оборонкой, это там тот же HIMARS, да, там другие компании французские, американские, акции этих всех компаний растут. Я подумал, а что, если из этого сделать бизнес, как, собственно, сейчас и происходит? Это все бизнес, ребят. Все на этом зарабатывают. Во всех цепочках поставок все зарабатывают. И я хочу зачитать вам интересную статистику, да, чтобы вы просто понимали ситуацию, что творится в Польше сейчас на 25 год. Польша планирует выделить на оборону 4,7% своего ВВП в 2025 году, что составляет около 186 миллиардов злотых. Эти инвестиции направлены на модернизацию армии и усиление оборонного потенциала. Для малого и среднего бизнеса существуют возможности интеграции в оборонный сектор через поставку. Тут вот интересно, да, как вы можете, как простой предприниматель, к этому привязаться. Через поставку комплектующих, субподрядные работы или разработку специальных технологий. Да, то есть вы можете и софт какой-то писать, и комплектующие поставлять, возможно, делать субподрядные работы, не знаю, там, влить конкретные листы из металла, которые потом будут использоваться там для танков. Да, как просто вариант. Например, Польша планирует инвестировать 3 миллиарда злотых в увеличение производства боеприпасов. Да? То есть боеприпасы — это отдельный рынок, и, соответственно, там есть и оболочка боеприпаса, и то, и благодаря чему все, сама химия происходит, и взрыв, много всего. Поэтому я считаю, что оборонка вполне себе как ниша, которую можно рассмотреть. И здесь могут быть не обязательно многомиллионные инвестиции, если вы участвуете в цепочке поставок. Так, следующая ниша — производство микрозелени. Я эту нишу уже называл в каком-то из годов, и она по-прежнему актуальна. Микрозелени, всякой рукколы, рашпонки, щепенки и всего остального в бедренке становится все больше и больше.
Да, это такое, это ниша суперфуд, микрофуд, на которую будет актуальность. В Кракове, например, есть такой стартап, который они получили дофинансирование, это поляки, они получили и от Польши дофинансирование, и из Унии Европейской, и это прям целый ангар, который находится прям в центре, ну, не в центре, окей, прям внутри города Краков. Я там рядом в баскетбол играл, я это точно просто видел. Там просто целые полки и этажи этой микрозелени. То есть микрозелень, которая растет, вот представьте себе, до потолка в этом ангаре. Есть даже блогеры, которые обучают тому, как зарабатывать на микрозелени. Есть целые YouTube-каналы, посвященные этому. Сделайте просто свое исследование. Если вам это подходит, импонирует, то можно рассмотреть такую идею. Следующая ниша — это продажа продуктов, посвященных сну. Вообще индустрия сна. У меня сейчас на руке браслет, может, кто-то из вас знает его, да, если нет, я оставлю ссылочку в описании, реферальную, которая вам тоже даст там какой-то месяц, вам месяц и мне, по-моему, месяц обслуживания. У людей в мире поднимается все больше и больше тревожность, да. Понятно почему. Мы живем в каком-то самом неопределенном времени, ближайшее такое время было там во время там Первой и Второй мировой войны, когда было непонятно, куда вообще двинется мир и что с ним произойдет. Сон — это сейчас большая проблема. Не знаю, как у вас, но у меня был такой период, когда я ночью резко подрывался, просто вставал и мог там, не знаю, 10 минут не заснуть. И так там несколько раз за ночь. Если вы посмотрите на исследования, да, то вы поймете, что этой историей страдает там чуть ли не каждый 4-й человек. Что я видел? Это маски для сна, как товар. Это супер какие-то эффективные беруши, которые классно глушат звук. Это капли CBD, которые я, например, использую. Да, там баночка вот такая вот стоит 120 злотых. Ну, понятно, различные добавки, понятно, консультации. Есть сонологи, которые этим занимаются. То есть я хочу обратить ваше внимание, что индустрия сна и рынок сна — это вещь, которая актуальна, на которой можно заработать, и люди все хуже и хуже спят. Поэтому давайте как бы делать какой-то из этого классный экологичный бизнес. Еще одна идея — это контент, да, это ниша контента как индустрия. У нас недавно был такая информация от знакомого, что большие рекламные агентства, пиар-агентства, они не боятся искусственный интеллект. Они боятся инфлюенсеров. То, что сейчас есть возможность любому стать любым, да, любому стать инфлюенсером в своей нише. Если вдруг у вас есть предрасположенность к этому, к подкастам, к какому-то контенту, к сторис, чтобы стать инфлюенсером, либо зарабатывать в онлайне, имея какую-то профессию, да, это маркетолог, SEO, это трафик, это сайты, айтишка, то это по-прежнему актуальная ниша для создания своего агентства, либо своего там просто ремесла, как фрилансер, да, это большой рынок, который по-прежнему растет. Я специально не называл АИ, да, и не предлагал вам стать каким-то промпт-инженером или АИ-специалистом и делать автоматизации, создать помощника, который будет продавать компаниям их продукт. Над этим сейчас все работают, и у меня такое ощущение, что это немножко неуловимый Джо, то есть это какая-то история, которую удастся создать буквально нескольким компаниям, а потом по итогу Google, Microsoft или Meta купит эту компанию просто вот так вместе со всеми сотрудниками, и все. И последняя ниша. Здесь мне нужно опять зачитать информацию. Это обслуживание, контроль и поставка для ниши вычислительных серверов. Здесь я подвязываюсь только под факты, и под новость она в следующем. Microsoft объявляет о крупной инвестиции в Польше. Такая крупная инвестиция была где-то около 10 лет назад, когда сюда заходил Google. Microsoft планирует залить 700 миллионов долларов, это почти 3 миллиарда злотых, в Польшу на создание своих дата-центров, вычислительных центров, серверов. И для Польши это большая инвестиция, беспрецедентная, где вы можете поучаствовать, в том числе как малый бизнес. Вы можете обслуживать эти сервера, вы можете даже убирать и делать клининг в этих серверах. То есть вариантов, как на этом заработать, очень много. Понятно, если вы из сферы IT, то вы можете поставлять, опять же, часть комплектующих, вы можете участвовать в техническом, там, айтишном обслуживании серверов. Просто поймите,
Когда в страну заливает какая-то другая иностранная компания 3 миллиарда злотых, это означает, что она не может полностью всю цепочку поставки обеспечить. Кто-то это должен дата-центр построить. И они не будут вести сюда американцев, они будут отдавать это на аутсорс. Кто-то должен обслуживать их по бухгалтерии, как вариант, да. Убирать эти дата-центры, обслуживать их со стороны айтишки. Где-то они должны закупить там оборудование, сами сервера, да, сами там накопители какие-то. Климатизация должна там стоять. То есть это все чей-то бизнес и многомиллионный. Я хотел бы, чтобы этот бизнес был в том числе вашим. Вот такие, друзья, идеи. Пишите ваше мнение в комментариях. Как вы считаете, каким бизнесом стоит заняться в 2025 году? Какие из ниш вам подходят, импонируют? Что вы считаете какой-то ерундой, тупой идеей? Мне это тоже интересно. Пожалуйста, вы знаете, читаю все комментарии. Пишите. И хорошего вам, прекрасного, выгодного бизнеса в Польше. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.